Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, в каких случаях, если делишься информацией, она с тобой не работает? Информация никогда не работает с человеком, если она не куплена им. Вот смотрите, вот... Вы для того, чтобы заработать деньги, работали. Фактически работа является тем, что вы тратите часть своей жизни и в дальнейшем эту часть жизни обмениваете на деньги. После этого за деньги покупаете информацию. И эта информация, она выглядит так. Вы потратили часть жизни и получили информацию, на которую тоже была потрачена часть жизни. Таким образом у вас произошел обмен. Вы жизнь заменили на жизнь. Таким образом, часть чужой жизни стала фактически вашей жизнью. А когда вы делитесь информацией, когда человек свою жизнь не потратил, то тогда этот обмен не происходит, к сожалению. Также очень хороший вопрос был, Андрей Андреевич, как необходимо помогать людям? Я хочу вам сказать, что если вы помогаете людям или у вас есть желание помогать людям, очень часто об этом говорится, о милосердии, особенно в христианских направлениях, говорится о милосердии людям, о том, что людям необходимо помогать, о том, что необходимо отдавать, о том, что если отдашь больше, то получишь еще больше и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, я с этим согласен, если помогать вещами, едой и чем-либо, но не деньгами. Почему не деньгами? Ответ этому звучит так. Вот смотрите, деньги существуют для того, чтобы что-либо покупать на деньги. Ну, кто с этим не согласен, наверное, тот, кто никогда денег не имел. То есть, когда человек деньги зарабатывает и с ним рассчитывается, то их функциональная особенность заключается в том, чтобы на эти деньги можно было что-то приобрести. Еду, одежду, жилье, услуги, я не знаю, что-либо еще. То есть можно сказать, что деньги существуют для того, чтобы на них что-то, и дальше слово такое, покупать. А когда вы отдаете деньги просто так другому человеку, у которого есть проблема в жизни, то тогда скажите, что вы у него за эти деньги купите? То есть в том случае, если человек говорит, у меня есть неприятность, и вы с ним отдаете ему деньги, то что вы делаете? Давайте я вам скажу. Вы покупаете что-то у этого человека, даже если вы думаете, что вы помогаете. На самом деле нет у вас проблем, допустим, с жильем, а у человека есть. Вы ему даете деньги, после этого человек рассчитывается за это жилье, а вы у него фактически покупаете эту проблему, которая в дальнейшем в вашей жизни произойдет. У человека неприятности с законом, он занимает деньги, вы у него покупаете эти неприятности законом. И вы знаете, тот человек, который у вас занимает на то, чтобы решить свои проблемы, фактически занимается черной магией. Почему? Потому что заняв у вас деньги и рассчитавшись за свою проблему, он фактически перемещает свою проблему вам, потому что вы ее добровольно, безвозмездно себе приобрели. То есть вы себе ее купили. В Америке очень часто просят пожертвования, как правильно давать пожертвования, как подарок отдавать. Пожертвование может идти только в виде просад. А это еще что такое? Вы можете купить одежду и пожертвовать такую одежду детям. Вы можете купить печенье и раздать тем, кто нуждается в этом печенье. Вы можете приобрести препараты и раздать тем, кто нуждается в препаратах. Вы можете что-то купить. Не отдавайте свои деньги, не покупайте неприятности. Купите на это деньги то, что нуждается или в чем нуждается ребенок или взрослый, и отдайте ему это. Так это работает. Даже в странах ислама там барашку покупают, после этого режут эту барашку и раздают людям, но не раздают деньги. Это только в христианстве вот так работает. А родителям как лучше помогать? Родители с нами связаны кровью. Кровные родственники, они должны друг другу помогать как угодно. И деньгами, и не деньгами, чем угодно.